Всем привет, точнее здравствуйте, точнее нихао, дорогие зрители нашего канала. Добро пожаловать всем тем, кто прилип практически к своим голубым экранам. У кого, кстати, экран голубой, плюс чат поставьте. Мы вас в час ночи на платформе Vast в количестве 1700 прекрасных лиц рада приветствовать на прохождении Assassin's Creed Revelation. Сегодня 10-я серия, и на этом стриме, скорее всего, я постараюсь добить Ассасина до конца, дабы его не скипать, не забыть и так далее и тому подобное. Что было в предыдущих сериях, говорить не буду. Ссылочка на плейлист найдете внизу в описании. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Ой, короче, добро пожаловать, ты все знаешь, что делать. Вот это, поделиться видосом. Ну, ты знаешь, ты шаришь, ты молодец у меня. Ты у меня умница. Все, поехали. Ай, ну давай. Да, кстати, в предыдущей серии я там подскипнул один момент. Мы багулю словили, но не сдались и решили все вопросы. Поехали. Страсти накаляются к 100. Отличные новости, Клаудия. Теперь у меня есть имя злодея. Мануил Палеолог. Это племянник незложенного византийского императора Константина. И я уверен, что тамплиеров возглавляет он. Осталось допросить предателя Янычара Тарика Барлетти и выяснить, где собирается армия тамплиеров. Пока же мы с Софией пытаемся выяснить, где спрятан последний ключ. Я знаю, что с каждой минутой промедления мои шансы уменьшаются. Но ловлю себя на мысли, что мне хочется быть рядом с ней. Слышать ее голос. Видеть, как ее лицо озаряется радостью, когда она рассказывает о своих воспоминаниях и о любимых книгах. Жаль, что все кончится, когда мы найдем последний ключ. Мите надо сказать, что вот это вот прям на превью поставил. Мидас, чекни, скажи, пожалуйста. Очень прикольный момент. Так, ну что, последний ключ? Чешо. Поехали. Так, надо, знаете что? Надо арбалет купить. Надо купить арбалет. Это очень хочется вдруг внезапно. Сейчас, ладно, он мне где-нибудь попадется. Лошадью ходи. Но так же не ходят. Это европейские правила. Арокко. Ага. Интересно. Но, наверное, играть по своим правилам не совсем честно. Став султаном, ты будешь думать иначе. Мне переходить? Сулейман, я понимаю, что тебе тяжело видеть, как мы с твоим отцом спорим за трон Баязида. Фигуры, да, Дедушка выбрал выглядят. тебя, а его слово закон. О чем вообще здесь спорить? Когда-то мы дружили с твоим отцом, но его жестокость и амбиции... Я слышал эти сплетни, дядя. Что ж, мне пора на встречу с визирями. Продолжим игру в другой раз. В любое время. Эцо, Тарик продает оружие местному барыге, Мануилу Палеологу. палеолог. Это не к добру. А где Последним охрана? императором Такие Византии люди был сидят. Константин Палеолог. Если Вообще его охраны нет. наследник собирает армию, конфликт неизбежен. Тарик знает, куда отправляется оружие. Если я найду его, то выйду по его следу на византийцев. Он будет в казармах со своими янычарами. Чтобы подобраться к нему, нужно стать одним из них. Не проблема. Гюзель, добудь все нужные сведения и убей его. Убить? Убить его? Ведь Тарик и твой отец были близкими друзьями, Да, Сулейман. были. Но раз он открыто предал султана, то заслуживает смерти. Жестко. Молодой. Интези. Но его слово закон. Слушайте, очень неожиданно. Именно убить.
Очень жестко. Причем они играли в шахматы, я говорю, 0 охраны. Это прям удивительно. Так совсем свихнулся. Весь в отца, да, очень жесткий тип. Сразу только... Ну хотя да, он правильно мыслит, типа, ну, тот же предал. Могли бы судить, но видишь, раньше никто вообще не парился даже на тему там суда, еще чего-то. Просто предательство сразу, до свидания от винта. Минус тип просто. Что за шайтан? Может быть ты, дружочек, шайтан? Все мои клиенты одеты по последнему крику моды. Так, давайте осмотримся. Должна же быть этому причина. Ага. Так, я без ассасинов, я напоминаю. Это очень плохо, кстати. Я без ассасинов. Мое терпение на исходе. Просто не убивайте меня, я отдам все, что у меня есть. Добрый человек. Дерьмо, это меня не об этом не связывает. Лады, я сваливаю отсюда. Уходим отсюда. Здесь убийца. Элилер, так, надо бежать домой. Вообще, кстати, никто ничего не заметил. Согласись? Почти. Блин, это было бы очень эпично, если бы сейчас я не заруинил. Надо, знаешь что, надо их быстрее, короче, если валить. Вижу. Знаю, где я его сейчас приму. Вы, конечно, Братья, на помощь! мы за тебя. Руками не мельтеши тут мне, тварь! Там вот сток сена такой прикольный. Это, в принципе, не нужно. Давай его сейчас просто по-другому сделаем. Мы его отработаем по-другому. Хорошо идет. Пресвятая Богородица, здесь не обошлось без дьявола. Что, черт возьми, происходит? Вселился в этого бедняку. Могли пострадать люди. Спаси или порази свое заблудшее дитя. На помощь! Сделайте хоть что-нибудь! О, небо! Ты что, Этого перебил? бедняку. Ты заблудился? Тебе показать дорогу? Бля, нет, так не прокатит. Вот дерьмо. Отравлен. Посмотри на это. Но меня они не спалят, смотри. Только я. Я не хочу участвовать в этом.
Да ёб твою мать. Давай, 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 давай. Есть. С первого раза. Опа. Вопросы? Следуйте за янычарами, чтобы проникнуть в их казарму, отыщите Тарика, чтобы выяснить, куда они отправили оружие. Селим понимает нас. Византийцы, мамлюки, сефевиды. Лишь ему хватает смелости бросить им вызов. Очень опасно. Это так. Селим настоящий воин, как Осман и Мехмед. Это очень опасно. И почему султан предпочел льву котенка? Ах, нет, тихо, спокоен, как и сам султан. Боюсь, они слишком похожи. Найден и строго наказан. Сообщайте обо всем подозрительном. Дурные вести, жители Константинополя. Слуга нашего султана пал от руки убийцы, который забрал его одежду. Будьте осторожны. А кто забрал одежду? Может быть среди вас. Надеюсь, вы пришли с ним, почтенный. На нахер. Убирайся вон! Убирайся вон! Тебе здесь не место! Позор! Безу! Мое почтение, доблестные защитники. Сорян, мужик. Обстоятельства. Янычары очень опасны. Они меня уработают сразу вчетвером. Убирайтесь вон, поганые твари! Очень жесткие типы. Почему Ахмед торчит в городе? Он же знает, что его не любят. Он как мотылек, летящий ёпта. на огонь. Все ждет, когда папаша протянет ноги, чтобы он мог зайти на трон. Слыхали? Он предлагал Тарику деньги в обмен на нашу поддержку. Да ёпта, мужики, тихо. Ладно. Ишь, Вот сейчас будет опасно. Товарищи, один из наших братьев был убит менее часа назад. Убийца снял с него одежду, а тело спрятал. Внимательно смотрите, что происходит на улицах. Кто-то хочет подставить нас. И мы должны быть готовы. Не знаю, не знаю. Султан Баязид хороший человек и добрый султан, но в нем уже нет огня былого величия. Но нет, он все еще воин. Видал, какую армию он повел на Селима? Это тоже говорит о закате его славы. Поднять оружие против сына? Позор. Ну, здесь ты уже явно кривишь душой, Эфенди. Я боюсь, если я сейчас полезу, наверное, нельзя лезть, да? Да, ну да, но Селим преследовал интересы империи, а не свои. Стоять! стой! Стой, старик! У меня к тебе пара вопросов. Что говорил капитан? Водить его, живо! Короче, блядь, им этим вообще нельзя попадаться. Подожди, а как же нам пройти-то грамотно? Если я ассасинов вызову, получается, тоже будет, да, от винта? Султан Баязид хороший человек и добрый султан, но в нем уже нет огня былого величия. Но нет, он все еще воин. Дайте Видал, меня какую спалят. армию он повел на Селима?
Похоже, говорит о закате его Подойду-ка славы. поближе. Поднять оружие против сына? Позор. Ну, здесь ты уже явно кривишь душой. Блять. Ведь это Селим первым напал на султана. Да, да, но Селим преследовал интересы империи, а не свои. Блять, лестницу нашел. Стоп! Стой! Я хочу поговорить с тобой! Все разговоры только у Сена. Че, чувак, ты решил... Бля, ты серьезно, чувак? Не уйдешь! Блять. Конченый, а? Блять, шел прямо, взял, развернулся. Султан Баязид хороший человек и добрый султан, но в нем уже нет огня былого величия. Ну нет, он все еще воин. Видал, какую армию он повел на Селима? Это тоже говорит о закате его славы. Поднять оружие против сына? Позор. Ну, здесь ты уже явно кривишь душой, Эфенди. Ведь это Селим Нахер пошел. первым напал на султана. Да, да, но Селим преследовал интересы империи, а не свои. Эй, стоять! Стою. А кто? А кто? А кто? А кто? Как прошел твой визит к доктору? Он поставил тебе пиявок? Тарик, тебе письмо. Арикуладе. Оружие прибыло в Каппадокию, где сейчас стоит армия Мануила. А наши люди все еще с ним? Ивет. Они свяжутся с нами, когда византийцы свернут лагерь. И потом мы встретим их в Бурсе. Кажется, все идет по плану, Эфенди. Ивет. Пока да. Не-не-не, Мидас, девочкам так вход. Так. Ёб твою мать, а как туда пройти? Сколько же сукиных детей встречается на улицах. Куда ни глянь, везде идиота найдешь. Мы их что, из других земель ввозим? Он же сейчас сюда подойдет, да? Сумасшедших наемников с Дуная. У большинства из них между ног больше, чем в головах. А этот чеснок. Сначала чувствуешь их запах, а потом уже видишь отряд.
Блять, как же туда подойти? Кстати, как у мамы здоровье? Шишка на лице не прошла? С этими выделениями она была просто отвратительна. Что? Сука. Чужак. Откуда он? Чувак просто взял один, отошел охранник. Херово, что ассасинов нельзя призвать. Они сейчас здесь всех просто похоронили. Блять, чем же тебя накрыть, а? Пистолет может его не забрать. Понимаете? Пистолет, блять, может его не забрать, ребят. Куда идти без толку? Надо вот за теми было идти. Видели этих воров? Сюда он не подходит, видишь? Содрали кожу. Ужас. Вот они идут, вот я за ними. Виноваты родители. Сейчас ни у кого нет времени воспитывать детей. Вот из них и вырастает варьё. Для самое главное, чтобы типок не отошел в сторону. Немного уважения может сделать многое для сохранения мира. Идите, 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 идите. Ну не отходи. На нахер. Какая печальная ирония. Это и есть расследование Сулеймана. Ты вел дела с врагами султана. Ты ждал иной награды за свое предательство. Я виноват. Но ты видел в там? предательстве у меня был свой план. Я хотел нанести византийцам удар, когда они не были бы готовы. У тебя есть доказательства? Смотри. Ты выйдешь на византийцев в Каппадокии. Перебей их всех, если сможешь. Я ошибался в тебе, Тарик. Прости да меня. Ладно, ёпта. Защити мою родину, ассасин. Аллах Ашкина. Верни достоинство. Да ну ладно. Что мы потеряли. Ну, ребята, кто знал? Кто убийца? Кто? Одни проблемы. А кто? А кто? А кто? Подождите. Вон! Нет. Прекратите. Салам алейкум, командир. Сейчас тут будет, блядь, салам алейкум. Я не знаю, Ёпта. Не-не-не, тормози. Быстро. Давай договоримся. Отпустите меня. Уйди нахер. Я тут ни при чем. Спасайся, кто может. Дело стоит итальянской жизни. Только не говори, что тут ни при чем. Ни при чем. Пацаны, бля, буду ни при чем. Подставили. Я ничего не сделал. Подставили? Это не я. Это просто чувак, похожий на меня. Напомнила мне о той девчонке в бурсе, что мы удушили. Молодежь считает, что сегодня все принадлежит им. Никакой дисциплины. Родители их развращают. Сука.
сегодня у нас на допросе скачался подозрительный. До свидания. В суде так и скажу, что это не я, да. Абсолютно верно. Ребята шарят. Ребята правильно говорят. Вообще не я. А казалось бы, при чем здесь вообще я-то? Все нормально. Видите? Живем нормально. Так. Ну что ж. Дела обстоят более чем хорошо, но известно сейчас не на нас играет. Это очень плохо. Ой-ой-ой. Достойно, парни. Доброй ночи. Без шансов у ребят. В понедельник я открою для публики свою частную библиотеку. Патриарх, который... А с моими ребятами вообще шутки плохи с ассасинами. Это вообще лютые, они заряженные, тем более все. Мы не зря в них столько времени вложили. Какого черта? Везде насилие. Даже придет очередной труп. Пойду-ка я. 13 тысяч. Их много, да, и они, главное, не перекачанные, просто все. 60 тысяч. Значит, в другой раз. Арбалет, ребята, я помню, если сейчас попадется мне просто на глаза. Арбалет в кузне. Кузню пока не вижу. Элитный стрелковый корпус. Эти бои... Животное. Я про... А что, пойдемте-ка нахрен отсюда. Лучше, я думаю, пройти огородами, а то что-то как-то это... Обстановочка накаляется. Вот честно говорю, вот кого боюсь, это янычар. Они, ну, они реально лютые. Они уработают просто за 2 секунды. Знаете, что надо посмотреть? Надо посмотреть, что ближе. Какой восклицательный знак ближе. Книжка здесь. Короче, курс вот сюда держим. Заодно там кузнеца откроем, арбалет купим. Поехали. Да не, это в другую сторону вообще. Погнали, короче, на книжку. Услуги лекаря. Поставлю на ноги. Ну, жестко, конечно, очень жестко. Блин, жалко типа, видишь, у него, оказывается, какой-то свой план был. Не, ну а кто знать мог, понимаешь? Вот кто знать мог? Ну как вот ты узнаешь его планы? Никак. Ну, хотя бы, понимаешь, хоть бы намекнул бы хоть немного. Ну а как он тоже, да, намекнет? С другой стороны, он намекнет и... Я просто проходил мимо. Почему нормально? Нравится поэма? А кто были те люди, которых он отправил в ад? Политические противники, враги. Алигьери бьет точно в цель, да? Си. Очень тонкий способ отомстить. Эцио, я еду в Адрианополь посмотреть новый печатный станок. Это интересно. Это почти в неделе пути верхом отсюда. И ехать одной? Прего? Извините, у вас, наверное, дела.
София, я бы с радостью поехал с вами. Тут София Но начинает. времени совсем нет. Да, ни у кого из нас. Ну, я попробую решить последнюю головоломку. Но у меня есть одно дело. До завтра подождете? А, ну понятно. что вам нужно? Шпёхаться Глупость, поехала. но мне нужны свежие цветы. Белые тюльпаны. Я Белые достану для вас цветы. тюльпаны. Несун проблема. Песники Уверены? разлуки. Да, заодно и Сосуд. развеюсь. Цветом Бене, спасдалы. встретимся в парке к востоку от Айя Софии. Вы мне цветы, я вам информацию. Ну нихера ты, мать Бартер. Ты серьезно? Ты Ассасина за цветами посылаешь? Цок-цок-цок, дружочек. Желтые тюльпаны, смотрят твои руки. Опять наемник. Что он делает? А кто наемник, кто? Между гражданами и военными. С обеих сторон уже есть военные. Остановите этого человека! Остановите. Остановите. Вите. Вите надо выйти. Давай, ёпта. Чё, сынок? Вас сейчас как девок развалят, понял, нет? Что, не пойму, Юрки, ёпта, до хера, что ли? Борис Бритва, блядь. Нету лучше карате, чем в кармане 2 ТТ. Здравствуйте. Похоже, вы ищете на что потратиться. Что вам нужно, друг мой? Тюльпаны. Белые, если есть. А, тюльпаны. Простите, только закончились. Может, что-то еще? В смысле? Нет-нет, больше ничего. Ну ладно. Я знаю, где взять свежих тюльпанов. Вы подождите меня тут, а я вернусь через час, ну максимум 2. Я не могу ждать час. Пойму, что, дефицит тюльпанов, что ли, чеша? А где цыгане? Блять. Уже придет разобраться. Этот тип выглядит знакомо. Данди, подожди! Я в этом не участвую. Какого хрена? Все хорошо, брат. Я не хочу умирать. Помогите! Ничего не было. Юби, меня тошнит от одного вида крови. Меня сейчас вырвет. Надо. Твою мать. У меня есть новое ртутное средство от мигрений. Я знаю этого человека. А ладно, блядь, знаешь ты. Что ты про меня не знаешь? Крышами как-то, знаешь, стиля безопаснее, что ли. Та-та-та-та-ра. Твои руки. Сокращай. Тихо, не мрази. А тут своя дорога огородами. Что это было? Алло! Тихо. Да сокращай, родной. Да ну ёб твою мать, ну в смысле? Ясно, руина. Гадость, а? Нахер сразу идите, я сразу просто пойду своей дорогой, сталкер. Пацаны, В таком возрасте? Я с тобой. Как он это делает? пойдемте-ка, ребят. Я вам сейчас что покажу.
А кто? А кто? Я буду наслаждаться этим, ублюдом. Я не хотела обидеть. Я в этом не участвую. Я обнаружен. Я ж вроде в стоге сена был. Так, ладно. Эй, мне что, стражу позвать? Сейчас я тебя позову, ее по стражу. Как это ловко у тебя получается? А ну-ка, пацаны, пойдемте-ка. Я сейчас просто на землю спущусь и пройду в этом. Я же могу среди них правильно пройти. Среди типов моих. Вот так и делать. Да ну, да что? Так. Алексей тупит. Блять. Главное, цыганок, зараза, как назло нет. Вот реально, вот просто вот. Как вообще это возможно? О, отец, это ты? Я. Как ему удалось уйти? Убейте быстро! Что я сделал? Скажите мне, ради Кстати. бога! Если возможность, надо вообще их обыскать, вот что. Предлагаем лучшие снадобья, алхимические зелья и беспозвоночные. Определенно, сброду принца Селима с ними не совладать. Персекли Ахмед Паша лично провозгласил Хамид. Загляните к нему и приобретите что-нибудь из его изделий. Ваш Секретная миссия найти, где чувак тюльпаны покупает. Кого? Мне срочно нужны деньги для своего дела. Как думаешь, может обратиться? Это не повторится, сударь? Ну? В смысле? А, вот. В смысле, а где тюльпаны? Подожди. А, вот. На кладбище взял, пошел, подрезал. Молодец какой. Но это не кладбище, кстати. Сколько мне там? 3 штуки, да, их нужно было? Понимаю, к чему такие, ну, долгая сцена. Кстати, на превьюху я бы даже поставил ассасина с тюльпаном. Офигенно будет выглядеть. Где он берет прям тюльпан. Вот эта сцена должна быть на превью. Вот это. Мидас, чекни, пожалуйста. Все, контрольная точка. Бабенки, да, теперь? Оба! Парашют! У меня парашютов нет, у меня же я покупал 10 штук. Ау. Как люди пройдем, что такого-то? Раз тем более эти стражи нас не ищут. Господи, да что же заставило вас... Подожди-ка, а что, банк у меня не открыт? Да ладно. Фу. А должен быть открыт. Кстати, который банк?
Уже, наверное, больше 10, да, их? Банков очень много я открыл. 9 из 14. 5 штук всего осталось. Не так много. Через кладбище быстро пробежим. Нифига у тебя, мать, пикничок на кладбище. Это нормально вообще? Что это? Подарок. Кибелли, грация. Спасибо, что дали мне поучаствовать в вашем расследовании. В этом деле любая помощь просто бесценна. Вы так загадочны, это аудитория. Так романтично на кладбище. Mi dispiace. Я не специально. Нет, нет. Аффасцинанте. Sembra squisito. Угощайтесь. Как там последний шифр? А, шифр, си. Я давно разобрала его. Вы скоро его получите. Я слыхал, твой брат... Вы гоните. Ёпта. Извините, пожалуйста. Очень стыдно. Хватит! Если я что и сделал... У меня какое-то странное предчувствие, что здесь ничего хорошего меня не ждет. Знаете почему? Выберите незамеченным. О, это... Незамеченным куда-либо пробраться, это наше все. Что говорил капитан? Вот дерьмо! Приведите его обратно! Так, ладно. А, у меня же здесь ассасины есть, да? О, Видите? погнали, девки. Смотри, что делаем. Иди сюда. А ну-ка, вот этих вот разберите-ка. Ладно, спасибо за золото. Ой, красиво. Becerdiğin tek şey bahane üret. Сколько ж их там ходит? Чужаки открыто размахивают оружием. Куда катится мир?
Твою мать. Что-то в этой накидке есть знакомое. лет. Я убьюсь, если полезу туда. Помянем. Мое почтение, брат. Тарик не предавал нас, Сулейман. Он тоже следил за византийцами. Что? Так значит... Мне жаль. Прости, Аллах. Я не должен был судить столь поспешно. Он до последнего был предан султану. И благодаря его стараниям мы теперь сможем спасти город. Жалко, да, типа. О, Тарик, не нужно было ему секретничать. Неужели не было другого пути? Брат, ты дал мне указ. Оружие ушло в Каппадокию. Поможете мне попасть туда? Да, конечно. Я прикажу снарядить корабль. Сулейман! Сулейман, меня подставили и выставили предателем. Помнишь Тарика, янычара? С которым ты не ладил? Кто-то убил его. Все знают, что мы с ним были на ножах. Теперь янычар обвиняют в его смерти меня. Ужасные новости, дядя. Когда об этом узнает отец, он изгонит меня из города. О, прошу прощения. Я не знал, что у тебя гости. Это Марчелло, один из моих советников из Каффы. Буонасера. Марчелло, мне с племянником нужно поговорить наедине. В общем, корабль будет ждать вас, когда вы решите отбыть. Грация, мио принципе. Мы непременно найдем этого злодея, дядя. Терпение. Неудобно как-то вышло. Крадется, словно кот. Я пожилой кот. Здравствуйте. Сегодня у нас на допросе скончался подозрительный интриган. Сердце не выдержало, прямо как у того неверного рыцаря. Помнишь его? Кораблекрушение. Я слышал, что любовь заставляет людей делать странные вещи. Проклятие! Почему? Парни, ну ёпта, ну хорош, ну не душите, а. Взять его!
договорились. Видели этих воров, с которых живьем содрали кожу? Ужас. А виноваты родители. Сейчас ни у кого нет времени воспитывать детей. Ладно, веди нас. Бля, ну нет, ну сука. Я ни за что. Ага, я его, видать, совсем свихнул. Блять, ни одного стога сена, ну пацаны. Ты хочешь убить меня? Ну ладно. Так. Такая интересная серия получилась. Давайте добежим и закончим как раз серию. Я бы на самом деле вот еще вот сюда забежал, в одно прекрасное место. Не надо забывать. Так, а наша армия все растет и растет. Ребята все крепчают и крепчают. Лютые типы. Просто тут реально сборище головорезов. Я не знаю, как еще это сказать. Там уже левела у всех просто... Так, Александрия. Чуть в Алжир можно отправить. Раз малых отправим. Дамаск что-то прям жестко нас расшатали.
Шутя. Плохо. Не вывести. Ребята мальца подкачаются. Так. Потерялся муж, просит завернуть. Самые сладкие фиги и финики. Он у нас, если что, все в порядке. Никак мне магазин не попадется с оружием. Это очень необычно. Сейчас где-нибудь кузнец мне попадется. В банке 28 тысяч монет. Можно сейчас так одеться. Просто, мама, не горюй. Да прыгни там здесь. Какой Словами этого не... Да что такое? Ты совсем перепился? Попадется, ребята, если попадется, я сделаю. Слушайте, ну давайте залезем. В принципе, давайте даже вот так серию закончим, ничего страшного, ребят. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. И давайте придумаем, может быть, вместе, все, кто, ребята, на стриме. Напоминаю, ребят, стрим на платформе Vast. Ссылочку оставлю на описание внизу, там найдете. И также не забывайте подписываться на телеграм-канал Hard Inside. Давайте придумаем название серии. Как бы ее назвать? У меня много, на самом деле, в голове названий. Но это не предатель. Это не смерть предателя, 100%. Это... Тюльпаны, но такое... Ложный предатель — неплохое, кстати, название. Ошибка ценой жизни — тоже классное название. Но длинно. Покороче, 2 слова. На службе султана можно тоже, но длинно. Вот, кстати, любовь и предательство. Да. Давайте любовь и предательство назовем эту сцену. По-моему, очень круто. Мидас, также мне скинь, пожалуйста. И скрин, и название. Все, ребятки, спасибо всем, кто смотрел эту серию. Ну а мы сейчас запишем сразу еще одну. Встретимся в следующем видеоролике.